Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот брелок. Вернее, морскую звезду мы с вами связали на прошлой неделе. А сегодня будем вязать вот эти вот рыбки. Значит, рыбка у нас получается 6,5 на 7 сантиметров. Вот такие. Веселая, печальная. В общем, очень забавный брелочек получился. Приступаем. Начинаем вязать первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. И я ставлю маркер. А вы смотрите, вы ниточкой ставите или отмечаете как-то по-другому. Второй ряд. Во втором ряду мы делаем 6 прибавочек. И в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Третий ряд. Провязываем столбик без накида, прибавочка. В конце ряда у нас 18 столбиков без накида. Теперь мы с вами переходим к четвертому ряду. В четвертом ряду мы провязываем 2 столбика, прибавочка, два столбика, прибавочка. Дальше мы провязываем 3 раза столбик без накида, прибавочка. И теперь 2 раза делаем 2 столбика без накида, прибавочка. И еще раз. В конце ряда у нас будет 25 столбиков. Переходим к пятому ряду. Провязываем прибавочка, 3 столбика без накида, прибавочка, 3 столбика без накида. И дальше 3 раза мы делаем прибавочка, 2 столбика без накида.
Теперь провязываем прибавочка, 3 столбика без накида, и еще раз прибавочка и 3 столбика без накида. Переходим к 6-му ряду. Провязываем 10 столбиков без накида, Теперь вяжем прибавочка, 3 столбика без накида 3 раза. Вторая прибавочка. Третья прибавочка. Так, 3 столбика. И завершаем, провязываем 10 столбиков без накида. В конце ряда у нас будет 35 столбиков. А в конце 6-го ряда, если вы хотите отделить голову другим цветом от основного тела, мы вводим другую пряжу, другой цвет. Если у вас будет рыбка полностью вся однотонная, то вы можете остаться с тем, что есть. Голубую обрезаем. И следующие с 7 по 14 ряд, это 8 рядов, мы с вами будем провязывать по 35 столбиков без накида. Ну, с этим вы, конечно, справитесь. Провязываем дальше самостоятельно. Довязали 14 ряд. Вот что у нас получается. Видите, у меня голова отделена от основного дальшего тела. Теперь нужно поставить глазки. Вот у нас низ рыбки. И теперь мы берем глазки. У меня вставляются на безопасном креплении, и между 5-м и 6-м рядом я вставляю. У меня 0,7 мм. В принципе, можете поставить глазки больше, глазки меньше. Это уже регулируйте сами. Один поставила и второй. Так, чтобы рыбка смотрела одинаково с одной стороны и со второй. Ну так. Все, теперь я закрепляю и будем с вами продолжать вязать. Все, глазки на месте. И теперь переходим к 15 ряду. В 15 ряду мы с вами будем провязывать 5 столбиков без накида, 1 убавочка. Так будет 5 раз. И в конце ряда у нас будет
30 столбиков без накида. Шестнадцатый ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавочка 5 раз. В конце ряда у нас будет 25 столбиков. Либо делаем небольшое смещение. Вяжем 2 столбика без накида, убавочка. И дальше уже по 4 столбика без накида, убавочка. Там все написано. Семнадцатый ряд. Провязываем 3 столбика без накида, убавочка. Так 5 раз. И в конце ряда у нас с вами будет 20 столбиков без накида. Рыбки такие простенькие, но довольно-таки милые. Теперь предлагаю добавить холофайбер. Не совсем можно, не совсем плотно, ну хотя бы такую основную часть забить. Вот я добавила холофайбер, смотрите, рыбка у нас получается не такая, не совсем круглая, а вот именно как рыбка, слегка вот плоская, продолговатая. Значит, дальше мы с вами приступаем к 18 ряду. В 18 ряду мы провязываем 2 столбика без накида, 1 убавочка. В конце ряда у нас будет 15 столбиков. Вот немножко больше добавила холофайбера, и он и он мешается немножко. Так. Девятнадцатый ряд. Провязываем столбик без накида, убавочка. Так 5 раз. В конце ряда у нас будет 10 столбиков. Довязали 19 ряд, и мы с вами так плавненько приблизились к хвосту. У нас тут идет немножко смещение, поэтому мы провязываем 2 столбика без накида, 1 столбик закрываем, а во второй столбик мы его не довязываем и меняем цвет пряжи, если есть желание поменять цвет нашего хвостика. Я беру голубой. Эту мы обрезаем. Можем завязать
узелок. Можем просто обвязать. Так, и теперь мы с вами будем провязывать хвост. Так, теперь мы будем вязать за обе стеночки, делать вот такой плоский хвостик. Провязываем 3 воздушные петли. И делаем прибавочку столбиками с 2 накидами. И сюда же. В соседнюю мы провязываем столбик с 1 накидом и столбик без накида. И теперь обратно провязываем столбик без накида в соседнюю. Сюда же провязываем столбик с накидом. И прибавочка с 2 накидами. 1 и 2. Теперь вяжем 3 воздушные петли и соединительный столбик. Все, обрезали ниточку и достали. И вот он, наш хвостик. Такой замечательный. Смотрите, рыбка уже сформирована, такая милая. Мы продолжаем дальше. Теперь будем вязать верхний плавничок. Мы его будем ввязывать, поэтому мы сейчас ищем 16 ряд. Это у нас 19, 18, 17. Вот 16 ряд. Я вот его захватила, столбик, так, чтобы он был посерединке. Плавничок у меня будет голубой. И теперь начинаем вязать. Провязываем 2 воздушные петли. В следующую провязываем столбик с накидом. И еще 1 столбик с накидом. Теперь провязываем 2 воздушные петли и соединительный столбик. Вот так. Теперь провязываем 2 воздушные петли. И теперь вяжем 4 столбика с 2 накидами. 4 столбика с 2 накидами. Так, раз. Два. Три. 4. Теперь мы провязываем 2 воздушные петли и соединительный столбик. Обрезаем ниточку. Вот смотрите, ветвь сверху, немножечко чуть-чуть сюда ушла, но ничего страшного. Вот так вот ее исправлю. И вот такой сбоку. Верхний плавник связали, я спрятала ниточки внутрь. Теперь нам нужно сделать нижний плавник. Нижний плавник будем делать от 9 ряда. Вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот он 9.
Я его прихватываю, ищем серединку рыбки, конечно, хотя бы приблизительно, чтобы она у нас ровненькая была. Ой. Захватываем 9 ряд, берем цвет плавника, у меня она прям вот вся голубая с синим, не хочу другого. И теперь мы вяжем 2 воздушные петли. И дальше мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз. По очереди захватываем каждый рядочек. Теперь провязываем 2 воздушные петли и соединительный столбик. Обрезаем ниточку. И вот у нас и верхние плавнички, и нижний плавничок есть. Остались вот эти боковые, да? Начинаем вязать боковой плавничок. В кольцо амигуруми набираем 3 воздушные петли. Дальше в кольцо амигуруми сюда же, вернее, провязываем 3 столбика с 2 накидами. Теперь вяжем 3 воздушные петли и соединительный столбик через кольцо. Все. Обрезаем ниточку. Стягиваем колечко. Вот такой плавничок у нас получился. Плавничков нам нужно 2. Пришиваем плавнички. Плавнички мы будем пришивать между 9 и 10 рядом. Вот 9 и 10. Вот смотрите, вот чуть выше плавника, чуть ниже глаза, вот где-то здесь. Тут, в принципе, вы можете и повыше прошить, как вам нравится. Я вот захватила за 1 столбик, получается. Сейчас завяжу 1 всего лишь узелочек, сильно не завязываем. Так. И все, и теперь прошиваю. Здесь прихватываю немножечко, видите? И все. И отправляю вверх. Плавничок пришитый. Теперь вторую. Вторую прихватываем чуть-чуть. И сюда же выводим. Все, здесь маленький узелок. И спрячем. Вот и все. Второй пришивайте сами.
Вот наша красота замечательная. И теперь я предлагаю выделить немножко глазки. Повыразительнее будет. Белой пряжей, светленькой или молочной. Будем делать. Такое аж сюда. И сразу на второй переходим. Здесь чуть-чуть прихвачу клеем, чтобы они не убегали никуда. То обычно вот эта белая обводочка, она выскакивает. Теперь смотрите, если мы будем делать белую вот эту подвесочку веревочную, то мы выводим сюда вот к плавнику. Вот видите? И будем делать вот этот подвес брелка. Если вы хотите сделать на цепочке, то значит вы просто прячете вот эту ниточку. Я сделаю, наверное, белый подвес. Так, наша рыбка. Проверяем, чтобы она висела ровненько. Так. И регулируем уже, какая нам нужна высота, как она низко будет у нас висеть. Но у меня будет голубая, будет вторая, поэтому я ее сделаю чуть-чуть подлиннее. Вот так. Сейчас. Так вот. Делаю еще один стежок и вывожу вот сюда. И здесь уже завязываю узелок. Если хотите цепочкой, то можете сюда подвесить цепочку, можете подвесить просто за плавничок, если вам нужен прям без карабинчика, без особой цепочки. Так, все, узелок и прячем. Все, наша рыбка готова. Сейчас я ее еще подклею. И вот такая красота. Вот у нас рыбка получилась, но ее можно сделать еще эмоциональную, то есть можно сделать улыбку. Давайте попробуем сделать улыбку. В общем, если хотите остановиться на такой замечательной рыбке, останавливайтесь. А мы с вами сейчас еще сделаем улыбочку. Такое. Должна же она быть веселая. Наша рыбка. Так, где она идет? Вот сюда. Смотрите, ввели. И здесь нам надо сделать несколько стежков, прихватить. Я сделала тоненькой ниточкой, чтобы не сильно такая улыбка была, не сильно яркая. Раз прихватила. И второй раз. И все, вывожу. Сюда же завязываем узелочек и прячем ниточку. Все как всегда. И вот она, наша улыбака. Рыбка-улыбака. И вот к рыбке-улыбаке я сделала рыбку не улыбаку, печальную.
Смотрите, они обе милые, обе так хорошо смотрятся. Такие красотки. Печальная, улыбающаяся. Какую выберете вы? Потом мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась вам рыбка или нет. Вы делали ее полосатой, разноцветной. Здесь, конечно, очень удобно разные цвета миксовать, потому что вот иногда остаются буквально совсем чуть-чуть пряжи. И вот как раз вся вот эта вот маленькая пряжа может уйти на этих ярких рыбок. В общем, вот такая красота. Заканчиваю брелок, значит, одеваю нашу крайнюю синюю рыбку. Вот так. И вот он весь брелочек собранный, готов. До встречи. Пока.